Да, это не Петербург. Это не Петербург. Кусочек Питера на холме. Белградская бутылка. Там целый прям хипстерский дистрикт. Еще два музыканта. Носки с Путиным, Че Геварой не хотите? Место, где собираются русские хипстеры. Да, когда говорят, что Белград грязный, наверное, имеют в виду вот эти места. О, только что потянуло запахом Мадрида. Мочой. Тут у нас бомж лежит. Пешехода не существует, а велосипедисты уж тем более. Смотрите-ка, что видно с крепости. Ну, красота же. Итак, я заспаунился, смотрите где. Да. Сегодня наша игра, наш уровень будет в Белграде. За спиной одного крайне важного человека для Сербии, для сербского языка. Я на станции Вуков вспоминек, то есть памятник Вуку. Вук — это по-сербски волк, но не тот волк, что из «Ну погоди», например. Тут так и написано. То есть тут даже фамилию они не написали. Памятник Вуку. Потому что все и так знают. Памятник Вуку, сербский народ. Вук Караджич — это человек, который изобрел современный сербский язык, если можно так сказать, что слово изобрел, да? Он что-то вроде, если сравнивать с Россией и русской историей, он что-то вроде Афанасьева нашего, который собирал сказки, легенды, тосты, Жар-птица, да, там Конек-Горбунок и прочее, Баба-Яга — это вот все Афанасьев. То есть то, что вписано в код, да, можно так сказать, нашего самосознания, в наш национальный код, если так можно сказать. Слово «код» просто не очень хорошее. То же самое делал и Вук Караджич. Абсолютно то же самое. Он собирал сербские сказки, легенды, и на нем, собственно, основано сейчас нынешнее самосознание сербов. Как мы основали на Афанасьеве, так и сербы на Вуке. Но сербы о Вуке больше помнят, потому что он еще и создал современный сербский язык. Ну, давайте я пойду немножечко прямо. У меня сегодня с собой не моя обычная камера, а телефон на стабилизаторе. Поэтому, если уж я буду что-то как-то криво снимать, уж извините, потому что как-то странно он работает, стабилизатор. Может, потому что телефон у меня маленький. Я большие не очень люблю. Здесь стоит сделать небольшую паузу и объяснить, почему я без своей камеры. Подписчики Телеграма и спонсоры на YouTube были в курсе ситуации. Поскольку у моей камеры все еще нет у меня, и это довольно сильно сказалось на съемке, не могу не рассказать. В одном из комментариев под видео попросили поснимать про хайкинг в Сербии. Отличная идея, подумал я. И в один из свободных дней отправился на Фрушку гору. Ее еще называют сербский Афон. Здесь 16 православных монастырей, разбросанных по склонам, большинство с 16 века. Фрушка — это старейший национальный парк страны, который был создан в 1960 году. Раньше она была островом в древнем Паннонском море, теперь это зеленый хребет среди равнин. Место паломничества, туризма и пикников. Весной здесь цветет редкий сербский ирис и много видов орхидей. Согласитесь, видео вышло бы невероятной красоты. Но буквально через 15 минут после начала съемки я был задержан военной полицией. Оказывается, у них посреди туристической зоны стоит какой-то сверхсекретный сарай, который запрещено снимать. Я не заметил знаков и снял его. Это реально сарай. Он привлек мое внимание тем, что был похож на хижину из фильма «Зловещие мертвецы». Об этом я и посмеялся на камеру и пошел дальше. Военные мой юмор не оценили. В результате я 3 часа провел в полиции. У меня изъяли камеру как улику против моего преступления. И потому что я мог оказаться русским шпионом. Я не шучу, мне так и сказали. К чести сербской полиции и военных, общение с ними и общение с полицией на моей родине — это небо и земля. Видео, конечно, я так и не снял, а моя камера уже месяц как непонятно где и у кого. А теперь возвращаемся к ролику. Ну, пойдемте дальше. В общем, Вук Караджич, на мой взгляд, как я это придумал, он сделал язык, как фирма Apple делает свои телефоны. То есть у него Apple дизайн языка. Что я имею в виду? Давайте по парку прогуляемся, я расскажу. То есть он убрал все лишнее и ввел гениальное в своей простоте правило
как пишем, так и читаем. То есть никаких вот, как, не знаю, там, например, если привести пример французский язык, где 250 гласных, и они читаются как например. Тут такого у тебя не будет. Ты видишь букву О, она будет как буква О. Все, и никак по-другому. Видишь букву А, она будет как буква А. И меня сербы очень часто подкалывают и продолжают это делать до сих пор. Почему вы произносите не так, как вы пишете? Почему вы пишете молоко, а произносите молоко? Ну, там какая-то есть разница в языках, фонетике и прочее, то, что знают умные филологи. Я обычно говорю, да просто дураки, господи. Гораздо же проще, вот парк возле памятника, за памятником, гораздо же проще именно, вот как ты написал, так ты произнес, молоко. Получается, что вологодский акцент в России, он самый правильный с точки зрения сербов. Или, например, я как-то сказал своему тренеру не четвертак, да, четверг, а четвертак. И он подумал, что я типа имею в виду четвертак, который вот 15 копеек, ну 15 там динара копеек. И он меня долго не мог понять, хотя по сути для меня вообще никакой разницы, как для носителя русского языка. А он меня понять очень долго не мог. И еще один интересный момент. Вот тут у нас фонтан, парочка сидит. И вот это нифига себе парочка. Вот тут у нас бомж лежит. Ну, столица, чё. Так всегда. Еще интересный момент со словом «вук», да, то есть памятник волку. Почему у него имя такое «вук»? На самом деле это тоже все идет оттуда, из сказок. Из сказок, легенд и прочего. Ты берешь имя своего врага, а волк был, да, главный враг для выживания человека, и ты забираешь с именем себе его силу. Поэтому в Сербии очень много вуков, волков. Вучич фамилия, да, президента нынешнего. Тоже от этого слова Вучевич абсолютно то же самое, это тоже волк. И тут, короче, 100-500 миллиардов этих волков. Это вот как раз та старая традиция брать имя своего врага, тем самым лишая своего врага силы. Что самое интересное, я даже сталкивался с таким в своей жизни именно... Я знаю человека, который так сделал в России. Ну, как свой сценический псевдоним. Это Федор Сволочь, лидер группы Theodore Bastard, с которым мы хорошо дружим. Он стал от этой идеи уже отходить. Он уже снова называет себя Александр Старостин. Но когда мы познакомились в 2008 году, он тогда еще называл себя Федор Сволочь. Это вот такой псевдоним у него был сценический. Я у него спросил, а почему ты, ну, типа, Сволочь у себя назвал? Ну и группа Theodore Bastard, это, по сути, Федор Сволочь. Почему ты себя Сволочью назвал? Что за бред? На что он просмеялся, говорит, так это старая традиция. Ты берешь имя своего врага и забираешь его силу. Вот чтобы не быть сволочью, я сам взял себе такой псевдоним Федор Сволочь. Вот так вот. Так что традиции, видите, как они распространяются не только в рамках одной страны, а в рамках человечества и, например, каких-то легенд общих. Но он это объяснял, конечно же, не какими-то сербскими легендами, а, по-моему, то ли карельскими, то ли какими-то северными народами. В общем, легенды везде примерно одинаковые. Победи врага его же методами, по сути. А это у нас памятник Кириллу и Мефодию. По-сербски Чирилу. Поэтому письмо, которое придумал Вук Караджич, оно называется Вуковица, а пишется оно кириллическими буквами, то есть кириллическими. Оно мне больше нравится, чем латинские. Напомню, что в Сербии 2 алфавита, и можно писать как хочешь. Но госалфавит официальный — это, конечно же, кириллица. И, кстати, раз я вспомнил про Федора Сволочь, сейчас я вам кое-что покажу. Это не специально так совпало. Сейчас я выключусь и включусь. Пока ехал в Белград, надо же что-то делать по дороге. Так пути не запустили. Я взял с собой книжку «Никакая волна». Александр Старостин. Это вот Федор Сволочь, про которого я говорил. Вот он, собственно, персоной, пафосной, красивой, в черной одежде. Выступавший под псевдонимом Федор Сволочь. Почему-то Федор. Федор. Это у меня грязюка налипла. Федор. Буду теперь звать его Федор. Вот. Он работал, когда мы познакомились в журнале «Фуз», если помните, был такой журнал о рок-музыке. Только-только начал продвижение своей группы Theodore Bastard, в чем я ему помогал, потому что я был журналистом тоже. Ну, не журналистом, я работал в редакции. Бильдом. А поскольку у нас пресс-центр... Сейчас пытаюсь рюкзак застегнуть сейчас. Оп. А поскольку у нас пресс-центр очень часто пустовал, я говорю, так давайте я буду у тех, кто мне интересен, брать интервью.
Таким образом, во-первых, я прокачаю свой журналистский скилл, а во-вторых, ну, будут ли лишние материалы, они не лишние, да, люди будут читать, посещаемость, реклама. Ну, все, короче, все выигрыши. Мне гонорар, вам реклама, и с хорошим человеком поговорил. Они сказали, конечно. И вот один из первых. Первый был Коля Копейкин и Алексей Кагадеев из группы НОМ. А второй был как раз Федор Сволочь с Яной из Теодор Бастард. Вот так мы познакомились. Короче, это я все к чему. Мифы, легенды, тосты, они в нас живут до сих пор. И история Вука, и вот этого имени, этой фамилии Вучич, и псевдонима Саши, оно тому прямое доказательство. Вот тут еще одного человека забыл показать. Все крутился, вокруг него крутился. Ну, кому как не Пушкину стоять рядом с Вуком Караджичем и Кириллом и Мефодием. Правильно ведь? Наше все. И птицы нас. Ну, замечательно. В общем, вот такой он наше все. Сбоку от сербского все. Да, тяжеловато с этим штативом, конечно. Ну ладно. Ну и давайте от памятника Вуку повернемся немножечко вот в ту сторону. Я тут пока снимал, матюкался на этот стабилизатор. Вообще понять не могу, как он работает. Если... Ой, ё-моё. Если с маленькой камерой все понятно, ты поворачиваешь, она поворачивается. Я его поворачиваю, он куда-то улетает, потом возвращается, потом начинает крутиться на месте. Короче, что-то с ним или со мной, очевидно, не то. Впереди вот район, который называется Врачар. Всякие богатые хипстеры, айтишники и прочие русы, когда переезжали в 22 году, они старались селиться именно там. Насколько я знаю сейчас, они оттуда потихонечку съезжают, и цены приходится снижать. А так хорошо было, удобно зарабатывать. Ну, что поделать. Оборачиваемся сюда. Мне кажется, я слышу какую-то музыку. Мне кажется, там какая-то станция метро. Ну, пойдемте посмотрим. Анатолий, ты совсем куку? Все же знают, что Boomfunk MCs финны и клип на фристайлер снимали в Хельсинки на станции метро Хаканиеми. Вы абсолютно правы, но у клипа есть ремейк на 20-летие хита почти со всеми актерами из оригинального каста. Он был снят на деньги румынского оператора связи и снят как раз тут, на Вуковом вспоминнике, мемной единственной станции белградского метрополитена. Почти как омское метро, только работает. На самом деле это станция железных дорог Сербии, и ходят тут обычные пригородные электрички. Теперь о неприятном. На входе в станцию я увидел два знака о том, что съемка запрещена. Памятуя о своем прошлом опыте с Флушки-горы, я убрал стабилизатор и поснимал на телефон просто с рук. Клип вышел в 2019 году, и станция там выглядит сильно чище, чем в реальности. Там внутри висела надпись очередная, что нельзя снимать. Задолбали они своими нельзя снимать. То есть клип у вас снимать, можно, который весь мир посмотрел, а мне вот туристу поснимать нельзя. Я поражаюсь вашей логике, вернее ее отсутствию. Ну и да, классный дом. Я представляю, сколько здесь стоит жилье, даже несмотря на то, что, скорее всего, здесь очень 10 раз помножено, очень шумно. И вот трамвайные пути, не путю, говорят как раз об этом. В том, что здесь очень-очень шумно. Трамваи тут старые, не все, далеко не все новые. Если вы помните питерский трамвай «Машка», то вот они еще старее. Хотя мне казалось, что старее, чем «Машка», уже быть не может. Но нет, может. Ну давайте посмотрим, что это за район такой Врачар. Я в нем ни разу не был.
Посмотрим, где живут. Или жили уже. Наверное, живут все еще. Русские айтишники. В общем, беда этого штатива, я понял. Он высоко вверх не хочет поднимать камеру. Я не знаю, как надо изворачиваться, чтобы как вытягивать руку, чтобы она повернулась вверх. Опять же, возвращаясь к видео про Тита, я что-то не вижу тут каких-то прямо изысков. Ну, обычные югославские старые дома. И чё? Ну, пойдемте туда, вон. Посмотрим. Может быть, я не прав. Может быть, там что-то есть. Ну, пока что-то... Ну, не знаю. Но висят лучше. Ну, тут и зелень. Все, что я могу пока сказать про этот район. Предлагаю, да. Раз мы приехали в гости к Бомфанк МСИС, я предлагаю от Бомфанк МСИС отправиться куда-нибудь в брутализм, например, через центр города. Точно. Я сколько снимал в Белграде, я ни разу не показывал центр города. Все вот шарахаюсь по каким-то хипстерским местам. Мне совершенно непонятно. А надо же показать-то. Ле Классик. Что называется? Том и Джерри. Это, наверное, место, где собираются русские хипстеры. Так, что тут у нас еще? Арабский магазин. С кожзамом. Понятно. И с брюликами. Ясно. White Horse. Так, ну... я даже не знаю. Мне кажется, или я опять пошел не в ту сторону? White Horse, между прочим, не просто так. Подкова вот. Это, видимо, какой-то кабак. Не, я вижу здесь кучу людей. Да, я вижу здесь всякие заведения. Да, я вижу здесь что? Всякие магазины вот по типу такого. Не сетевые. Но я что-то не вижу здесь прям вот того, ради чего, собственно, нужно переплатить, чтобы здесь жить. Я вижу типичную белградскую грязь, граффити, серый бетон. Что-то Толик опять не туда пошел. Вижу прикольный домик посередине всего этого. Но он как бы один. Так, ну куда мы вышли? Я тут просто не был, я повторюсь, я поэтому схожу и вот удивляюсь. А что вы тут, собственно, люди мои нашли? Спиленные палки деревьев, вот как пальцы в небо. Хорошо, давайте еще одна улица. Свернем сюда. Любимцы. Это магазин. Это аптека ветеринарная. Где-то играет музыка. Ну, вкусно пахнет. Ну, не знаю. Ручки классные. Во, я нашел классные ручки. Офигенские. Так, хорошо. Ставим плюсик. Есть ручки. Пикара, вот из которой вкусно пахло. Потрясающе пахло. Да поворачивайся ты, господи, пока повернешься. Ладно. Не будем смущать людей. Я бы растолстел, если бы я вот именно на этом углу жил. Мне кажется, я бы ходил туда каждые 10 минут. Так, что тут у нас дальше? Какой-то чат кутежа. Если здесь такая фигня каждый раз, то я бы не хотел здесь жить опять же. Ну, короче, что-то пока только один плюсик в виде ручек. Нет, это какой-то школьный праздник. Я вижу школьников вот справа. Ни хрена себе тут. Что-то поют, орут. Машут. Что происходит? Ладно. Тут веселые школьники. Хорошо, второй плюс. Я Батхит. Ну... Странный район. Чего-то я не понимаю. Говорят, что белградский вайб надо поймать.
Но у меня что-то вот как-то вайб не особо ловится среди серых зданий, исписанных тегами. В Нови Саде мне вайб ловится. Там как-то серых зданий поменьше, еще крутые ручки. Вот это ручки. Офигенские. Там как-то серых зданий поменьше и из тегана все меньше. Тут, ну вот, пожалуй, ничегошно, да. Балкончики, все дела. Ну, в общем, мне кажется, я прошелся вот 10 минут по этому району, я раскусил. В чем прикол? Здесь просто дикое количество кафешек. Здесь есть зелень, здесь маленькие улочки. Красивые ручки, которые мне понравились больше всего. И, видимо, айтишники, когда переезжали, ну и прочие арто-направленные люди, они такие: будем сидеть в кафе, работать. В Белграде все время тепло, тихие улочки. Вот это, наверное, тихая улочка, да, которая вниз уходит. Я по двум прошелся, нифига они не тихие. Я имею в виду не школьников, которые там что-то праздновали, я имею в виду автомобили. О, только что потянуло запахом Мадрида. Мочой. Да. Ну, на словах, в общем, я понял, почему так. Почему люди сделали так. И большинство поехало сюда. На деле я что-то не отдупляю опять. Вот это. Должно какой-то, видимо, красоты придавать району, да? Пойдемте тогда на широкую улицу. Я что-то хотел побродить здесь, но не знаю. Странное ощущение. Как будто не на своем месте. Еще все смотрят. Ну, с маленькой камерой, да, смотрят меньше. Я, кстати, из-за того, что снимаю на телефон, я посмотреть карту даже не могу, поэтому давайте я буду просто по ощущениям идти примерно в ту сторону, в которую мне надо. Но я понимаю, что по ощущениям у меня уже заранее не получилось, потому что я заблудился. Ну, как раньше люди жили без карт в телефоне. Но пока горит зеленый свет, я думаю, надо перейти. Но там уже решать. Я понял, где мы. Мы сейчас выйдем к локации из самого первого видео на канале. Вон, Таш-Майдан. Парк Таш-Майдан, да. Не, окей, хорошо. Вот по этим улицам мы шли в прошлый раз, в прошлом видео. Там было неплохо. Так что это все моя ворчливость, видимо. Ну, я как-то не знаю. После Нови Сада это вообще какое-то... Что-то не то, как будто бы. Вот эти вот серые здания. Вот это грязища немытая. Ну, не знаю. Наверное, не мое просто. В целом-то вот что жалуюсь? Вон зелень есть. Иду в тени. Не весь Белград такой беззеленый, да? Грех жаловаться. Ну, не нравится. Не мое. Возможно, стоит спросить у Эльвиры, вот где мы снимали ролик из кафе, да, где она давала интервью про башню Генекс. Это как раз в этом же районе. И ей он нравится. Надо у нее спросить, почему. Что в нем такого. Вот этот дяденька с белыми волосами, седыми длинными. За третий раз мимо меня пробегает. Когда-то он очень сильно торопится, от него несет потом на всю улицу. Он бегает туда-сюда через дорогу. Деловой человек. Кстати, да, здесь все быстрее ходят, чем в Нови Саде, в Субботице. Ну, а что, столица же. Но все равно медленнее, чем в Питере. Уж про Москву я вообще молчу. Там, по-моему, люди только носятся, и все, больше ничего не делают. Но вокруг, да. Инфраструктура тут хорошая. Пекарни тебе, и аптеки, и большие магазины. Хотя вот здесь мы уже вышли, здесь магазинов больших нету. Но там в глубине был один, я видел. Так, что, через Таш-Майдан пойдем? Посмотрим, как он изменился за полгода после первой съемки. Или ну его. Не пойдем. Там сейчас солнце, там, скорее всего, ничего не поменялось. Ну, какие-то вот тут есть граффити. Искусство современное.
Окей. Вот все бегают. Я уж отвык от такого. Здесь, видимо, еще близость какого-то делового квартала, скорее всего, рядом. Хотя они сейчас все перестраивают там набережную реки Савы и там пытаются все сделать. Деловой квартал. Я покажу. Дойдем. Там небоскребы, все такое. Ну, пока я вижу только активность здесь. Там я такой активности вообще ни разу не видел. Значит, такие не очень получается перевести туда деловой центр. Вот это уже другой район. Пошел наверх. Вот туда, где деревья и все такое. И он как-то круче выглядит. Вообще в разы круче. По центру посмотреть, если. Вон, вообще лепота. Вот это я понимаю. Что-то в Рачер я не понял. И на карте я смотрел, все время смотрю, когда как идти. В Рачер вечно в Гугле показывает busy area, да, когда переполненная арея, ну, как это, место переполненное. Видимо, из-за кафешек. И там такие узкие улочки. Вот здесь чуть-чуть поширше отходит. И мне кажется, вот когда чуть-чуть поширше, гораздо прикольнее. Узенькие улочки подходят, мне кажется, только Праге. И то ей повезло. Ну, то есть нам сейчас повезло, Праге в то время не очень повезло. Когда она была под Австро-Венгрией, ее же все же перестраивали, да? И Вену перестраивали. А на Прагу денег не было. И вот она как была, так и осталась. Это единственный, по-моему, город такой, единственная столица в Европе, которая вот так вот до нас дошла. Вот Праге, нынешней Праге, узкие улочки очень идут. А вот тут что-то я не оценил. Возможно, должно пройти больше времени, должно появиться больше денег у людей. Должно это все реконструироваться, и тогда, возможно, все будет гораздо интересней. Вот Таш-Майдан, где мы гуляли в прошлый раз. Ну, не в прошлый раз, а в первом видео на канале. Вот он с другой стороны. Если вот так как бы флэт взглянуть, да, в лоб, оно выглядит вот так вот. Вся улица вот так вот выглядит. Кто во что гораст витрины, впаянные в здание. Исписанные, расписанные серые здания. Как-то оно все хаотично не сочетается. Оно, может быть, могло бы сочетаться, если был какой-то дизайн-код или еще что-то. Но сейчас оно прям ноль сочетания. Ноль просто. Да, когда говорят, что Белград грязный, наверное, имеют в виду вот эти места. Где я был в прошлые разы, оба раза. Ну, не считая Нового Белграда и Генекса, да, там как бы это другое. Вы не понимаете, это другое. Там оно как-то не особо вредит. То да. Хотя вот так вот раз повернешь камеру, а там вон зеленя. Довольно волшебно все выглядит. Реально, кто во что гораст. Пластиковая дверь, металлическая дверь, серая, белая, высокая, низкая, цифры во весь экран, в смысле, все стекло. Да, это странно. Надо прям ловить вайб. Здесь вот что называется клиентоориентированность. Стал телефон подзарядить, и вот здесь вот эта реклама на экране у аптеки. Там есть реклама на русском. Но сейчас я вряд ли ее дождусь, но было на русском. Вот что называется клиентоориентированность. Ну и пойдемте к Скупштине, раз мы были у нее в прошлый раз. Что, в этот раз сходить? Потрясающая езда автомобилей в Белграде. После Воеводины, конечно, поразительно. Никто никому ничего не уступает, никакую дорогу. Пешехода не существует, а велосипедисты уж тем более. Почувствую вайп Белграда, да, ну, не могу. Вот это я тоже не могу прочувствовать. И зачем так ездить? Почему вы так делаете? Вы торопитесь сильно? Но если ты собьешь человека и отъедешь в полицию, ты сильно не успеешь, правильно я понимаю? Где логика? Вот здание Скупштины, где мы гуляли в первом видео. И где потом, помните, я показывал в ролике из Нови Сада, была куча миллионов людей. Вот это все было здесь. И вот там уже мы-то нормально прогулялись, все работало. А сейчас, видите, дорога впереди перекрыта. Полная жопа, и не пройти. Вернее, пройти, наверное, можно, проехать нельзя.
Туда, наверное, я не пойду. Мне не хватало, чтобы у меня еще и штатив отняли. А учитывая, как они легко изымают у тебя камеры, я что-то... Наверное, это будет мое последнее прогулочное видео. Ну его нафиг. А в целом, да, мы снимали... Ну, я снимал вот там. Снимал здание почты. Красивое, да? Похоже на какие-то сталинские. Теперь подхожу с другой стороны просто. Ну, раз с другой стороны подхожу, давайте тогда вот эту всю муть, которая здесь происходит, обойдем. И пойдем вот туда, в кусты. Ну вот, да. Кровавые руки, все такое. Если кто-то забыл или кто-то был не в курсе, то эти все протесты, это как раз все из-за вокзала в Нови-Саде. Если хотите посмотреть побольше, то ролик из Нови-Сада, где я описывал всю хронологию событий, он доступен, посмотрите. Это все продолжается, да, уже получается сколько? Гораздо больше полугода. В ноябре оно там все рухнуло, да? Ну вот, сейчас у нас конец июня. Ролик выйдет в июле, скорее всего. А, ну нет, может быть в конце июня он тоже, я успею. Там он. Копы дежурят. Ну, туда. Ну его нафиг. Прогулка должна быть естественной, должна быть приятной. Когда ты каждый раз что-нибудь высматриваешь, какие-нибудь знаки, запрещающие тебе, снимать, да, и нет, чтобы как нормальные люди поступать, взять и стереть просто ненужные тебе кадры, да, надо еще изымать, подавать в суд, все это везти куда-то в другой город, и прочее, нафиг оно мне надо. Ну вот поэтому и про Boomfunk MCs получилось немножечко скомкано. Скорее всего, это будет за кадром. Потому что там висело, там нельзя снимать. То есть клипы там снимать можно, а турист, с камерой там пройти не может. Ну вот. Какое может быть вообще остаться желание хоть что-то из этой страны снимать? Вот объясните мне, пожалуйста. Ну, я имею в виду прогулочное. История людей-то, понятно, можно снимать. Интервью можно снимать. Но можно много чего снимать. Но прогулки снимать желания нету. Да, вот там мы были в церкви, заходили. Вот там похоронен Врангель. Здесь здание почты. Я его уже показывал. Ну и Скупштина. Ну и уже видно, мы движемся к историческому центру. Здание не серое, не в граффити, хотя вон там, ну, не в граффити, я имею в виду в тегах. Внизу вон там теги есть. Да. Уже видно центр. Хотя вот там впереди что-то перекрыто. Да что ж такое? Я когда-нибудь вообще нормально выйду куда-нибудь, вот перекрыто. Да. В общем, да. Все желание у меня отбили быть туристом в вашей стране. Поэтому не знаю, как будет дальше. Буду гонять в соседние страны снимать. Что? Там не меньше интересных вещей. Балканский полуостров, он здоровый довольно-таки. Повторяем, сербский столиком, да? А Бучар кто? Опять же, ролик про Нови Сад. Это называется по-сербски предавач, преподаватель или учитель. Учитель это младших классов, так что предавач и профессор. Профессор Анатолий вам расскажет еще много интересного. Какие-то здания опять вот непонятные югославские. Но оно все так вписано, очень эклектично выглядит. И в целом в этой эклектике нет ничего плохого. Эклектика — это тоже жанр. О, слева ирландский паб. В таком даже вот югославском здании. Ирландский паб. Слышится смех людей и веселье. Так вот, к чему я это? Эклектично, когда, да, все намешано. Это очень хорошо, это очень интересно. Это интересно снимать, это интересно рассказывать. Интересно что-то находить, потом делать про это фильм. Но оно интересно, когда оно убрано.
да, когда оно помыто, как минимум. А когда оно вот так неряшливо, ну это как, представьте себе, да, ты надел костюм, тройку, например, да, с жилетом. Ну, у тебя на галстуке сопля, рубашка одной половиной не заправлена в штаны, порван рукав, из ботинка красивого ботинка торчит палец. Это вот, мне кажется, вот так как-то выглядит. Причем я вижу, мужик что-то там чинит, замазывает. Но, очевидно, этого не хватает. Я вроде как в центр двигался, что-то я... Ну да, просто здесь вот тоже... Эта эклектика меня немножечко сбивает, вот эти вот здания, которые... Ну, назовем их новыми. Немножко путают меня. Хотя при этом здания-то классные. Классные. Но вот что вот это вот такое? Какие-то лозунги, какие-то пометки. Что ж вы так не любите свою страну? О, музей югославского кинематографа. Нифига себе. Я же говорю, есть куча всего интересного. Ходить еще не переходить. Это как в фильме «Брат 2», если помните. Я же не знал, что у вас не везде можно ходить. У нас вот везде можно. Я гулял, понимаете? Я в Америке первый раз. Я же не знаю, что у вас не везде можно ходить. У нас вот везде можно. Вот это я, когда у меня камеру изымали. Да, я понял, где мы. Вот тут прям прикольно. Вот это здание тоже мне нравится. Единственное, что его бы как-то подрихтовать. Вот внутри, в это здание прям заходит тоннель. И этот тоннель выходит к реке Саве, мимо центра города, и как раз там уже идет в Новый Белград и дальше в сторону Венгрии. Это главная трасса такая, когда они все туда едут. Или оттуда. Соответственно, через здание, внутри здания тоннель. Очень прикольно, по-моему, решение. Такое интересное решение. Вот оттуда я приехал сюда. Ну, поскольку это тоннель для машин, поэтому давайте... Нас буквально заставляют зайти в туристический центр. Ну, не буду сопротивляться, я ничего против не имею. К тому же центр в Белграде, именно вот туристический, где крепость, он, да, классный. Мне очень нравится. Был бомж, но убежал. Магазин Mixmart, про который я рассказывал в ролике по субботице, и даже заходил оценить их. Балтику 9 за 500 динаров. Там у них еще селедка... нет, не селедка, а, насколько я помню, была, короче, скумбрия. Скумбрия. За 1000 динаров за килограмм. Я пошел на рынок рядом с Миксмартом у нас и купил точно такую же скумбрию за 500. Я что-то вообще не понял. Не оценил прикола, но... Ну, вот так вот они живут. Хотят покупать, покупают. Дом молодежи. Мы вышли к дому Омладины Белграда. Вот эту вот инсталляцию, скульптуру я выкладывал в записях на YouTube-канале. Я понятия не имею, что это означает. Но я подпишу, если узнаю. Здесь я был 2 раза. Первый раз я был на Свонс, второй раз на Лайбах. На Лайбах я ушел где-то минут за 20 до окончания концерта, потому что там было накурено невозможно. Они курили как в последний раз. Ну вот, пожалуйста. Ездим по-сербски. Чё бы нет. Да? А вот я даже, наверное, туда и не пойду. Я вижу вот напротив как раз дома молодежи можно пройти прекрасным образом. Вот там как раз, напоминаю, это напротив дома молодежи поворот. Вот там как раз самый что ни на есть центровой центр. Ну и в целом, да, конечно,
Манера езды в Белграде — это прям поразительная вещь. Они как-то на красный все поехали, всем плевать вообще. Один завернул, другой поехал прямо, чуть не впилились. Вот, да. Вижу красоту, иду туда. Я человек простой. Тут находится пешеходная улица, тут находятся как раз вот самые как раз нормальные такие центровые кафешки и прочее. То есть если Врачар — это такой, наверное, можно сказать, ну не скрытый, да, алмаз, но какое-то место для своих, для множества своих, то здесь это прям место для туристов. Туристичнее некуда. Наконец-то на 10-м ролике я показываю центр Белграда. Так, ну спустя 5 минут я перешел наконец 2 улицы маленьких. И даже не перешел, уже загорелся красный. То есть среда для пешеходов прям сделана средой, да. Четвергом для пешеходов. Ну, давайте посмотрим красоту. А чего у него все окна закрыты? Это от жары? Народный музей. Ну вот, может, он, кстати, обнесен забором. Блин, его реконструирует Народный музей. Ну, красивое здание. И следы коммунизма, да. Ну, очень похоже в Будапеште выглядит. Если я смогу заскочить, я покажу. Когда вот такая красота, да, ты поворачиваешь камеру, а у тебя вот. В Будапеште это прям сплошь и рядом тоже встречается. Восточный блок, что, строили как хотели. Против Народного музея. Какое-то тоже новое непонятное здание. Коммунизм ушел, а непонятные постройки остались. И вот, красотень тоже, пожалуйста. Возможно, вот это здание, возможно, это они что-то старое отреконструировали таким образом. Ну что, вон пешеходочка. Прекрасная. И вот здесь, ну, при том, что это туристический центр, а как мы знаем, в туристическом центре за качество еды иногда вообще не борются, то здесь все-таки борются. Ну и у нас, как обычно, наша традиционная рубрика «Знаменитые сербские музыканты». Понятия не имею, кто это, понятия не имею, кто это, понятия не имею, кто это. Антоха МС, что-то знакомое. Еще 2 музыканта. Так, вот такой Белград, вот такой вайб. Это да, это мое. Но это вайб и Нови Сада, в общем-то. Это вайб любого европейского города. Центр пешеходный, кафешки, музыканты. Вода вот стоит. И все такое. А дальше уже кто во что горазд. Кто какой историей привлекает, кто какими ценами, народной кухней и так далее. Например, вот принцесса Пуф. Вы посмотрите, что это. Ух, красотыша. Вот это я понимаю. И опять же, вот, да. Шли, оп, опять. Что-то коммунистической застройки явно. И вон следующее, да, через одно. И напротив тоже. При этом это исторический центр, то есть центрее некуда. Это прям самый центр. Ну, как в Будапеште, да, очень напоминает. Когда стоишь, смотришь на рыбацкий бастион, а за твоей спиной какая-то советская гостиница находится. Guns N' Roses, здрасте. Морриси он там тоже. На вас мы, конечно, не пойдем. У нас другие планы немножко. Но в целом движ понятен, да? Вижу впереди ларек. И не могу пройти мимо этого ларька. Очень хочется кофе. Очень рано сегодня встал, по моим меркам, конечно же. По меркам сербов я встал вообще поздно. Поэтому не испить ли? Пожалуй, и запью.
Дошел я, в общем, до ручки. Нет, не дождетесь. Дошел я, в общем, до края пешеходной улицы. Здесь она, конечно, уже превращается в какой-то базар-вокзал. Но в целом очень-очень офигенское место. И прямо слышно, что Белград и конкретно вот эта улица — это супер туристическое место. Потому что из 5 человек один, ну, из 5 пар человек, скажем так. Все же парочками он гуляют обычно. Из 5 пар человек обычно 2 какие-нибудь иностранные речи ты услышишь. Ну и русская речь, конечно же, тоже. Хотя вот здание так классное, оно там зеленым плющом поросло. Но в целом пешеходная улица на этом не заканчивается. Она продолжается прямым путем в крепость Калимигдан. Ну, здесь, естественно, всякий ширпотреб для туристов. Носки с Путиным, Че Геварой не хотите? Не только носки. Где-то я тут раньше видел футболку даже с Путиным. Но что-то сейчас не вижу. Ну ладно. Пока мы идем к крепости Калимигдан, а это вообще самый-самый-самый центр, что ни на есть. Это место слияния рек Савы и Дуная. Я немножечко расскажу, что знаю про саму крепость. Я не экскурсовод, поэтому каких-то прям изысков от меня ждать не приходится. Рассказываю, что помню. Крепость Калимигдан. У меня сразу голос такой заговорческий стал. Ну, на самом деле, сколько ж ей лет-то? Больше 2000 лет. Десятки раз она разрушалась. Десятки раз она отстраивалась заново. Потому что Белград стоял всегда на пути империи. Поэтому она такая тоже состоящая из кусочков. И сейчас здесь проходит... Ну, сейчас не знаю конкретно, когда я был последний раз. Проходили раскопки, конечно же. И там всякие римские слои, еще какие-то слои. Что только не было. Если Петропавловка, это скорее... Сейчас это скорее такой музей, да, который раньше был там пару раз крепостью и все остальное время был тюрьмой, то здесь это прям реально крепость. Это такая крепость, которая выдерживала вообще черти знает что. Я бы даже назвал это средневековым замком. Но замки это, по-моему, чуть-чуть другое, а это таки крепость. Здесь вот можно было снимать Монти Пайтон и Священный Грааль. Они снимали в каком-то замке его, в частном, в одном. Там роль всех замков играл один замок. Просто эти британцы не могли обратиться почему-то в Югославию. Им, мне кажется, им бы дали вот этот в аренду для съемок легко. Ну, тут можно было прям развернуться вообще. И ров тебе, и стена, и вон там сам замок, наверное, да, все-таки. Ну, красота же. Но что-то я пошел немножко не туда. Хотя какая разница, господи. Я просто хожу. И в Калимигдане как раз стоит памятник победнику, да, по-сербски. Это в честь победы Сербии в Первой мировой. В общем, это такой памятник красивого обнаженного мужчины, который вызвал споры. Поэтому его не стали ставить в центре города, а поставили как будто бы от глаз подальше, но на самом деле это теперь символ Белграда вообще. Он стоит, возвышаясь над всем городом. Сейчас я дойду и покажу, если не заблужусь. А вон, кстати, отсюда видно. Смотрите-ка, что видно с крепости. Я тебя вижу. Господи, как же болтается этот штатив, этот стабилизатор. Каждый раз путаюсь, потому что мне как, в голове ощущение после Петербурга, что город квадратный, что он ровными улицами, а Белград очень неровными улицами. И мне казалось, что башня Генекс, она вот там. Но она на самом деле прямо перед. А вон тот дядечка, про которого я рассказываю, победник. Вон он. Пойдемте к нему. Место потрясающее, конечно. Оно побольше как будто бы, чем Петроворадинская крепость в Нови Саде, которая тоже там не последнюю роль играла. Ну, я и про это рассказывал в ролике про Нови Сад. Это как будто бы поухоженнее и поширше. Надо голосом Панасенкова. Да, это не Петербург. Это не Петербург. Да, это, конечно, не Самара.
А внизу, кстати, вон, там целый прям хипстерский дистрикт. Смотрите. Конечно, вот почему вы сажаете деревья молодые, я вот не понимаю этого. Оно ж пока вырастет, у вас уже весь дистрикт старым станет. Какие-то рампы, еще какая-то штука. Класс. Вон видно Новый Белград даже отсюда. Прикольно. Сидят две старушки, пьют пиво. Заячарское. Очень похоже на мою фамилию. Необычно, конечно, что с крепости не видно какой-то исторический центр, а видно вот Новый Белград. И вот там вот это мне очень нравится здание. Три штучки вот эти. Это музей современного искусства. Вот такой прямо модерн. Югославский. Классный. Ну и Генекс там где-то, да. Скрытый за деревьями. То есть, получается, ты смотришь с исторического центра, да, на неисторический. Ну, который уже, наверное, исторический, конечно. А вот этот с орлом, или с кем он там, с соколом и с мечом стоит красавчик. А вот и он, наш воин, смотрит на Новый Белград. Вы представляете, у меня сел, я бы понял, если бы сел телефон, у меня сел штатив, ну, этот стабилизатор. Я просто поражаюсь. Как так? Ну, вот он красавчик, да. А вон Новый Белград и Генекс. А вот это, да, слияние. Это Дунай, это Сава. Мы на самом верху. Не, наверное, таким образом тяжеловато снимать, конечно. Ой. Все не слава богу. Ну ничего, как говорил герой, опять же почему-то второй раз я цитирую сегодня фильм «Брат 2». Русские не сдаются. Так что ничего, поснимаю. Вы меня живьем не возьмете, демона. А это вот белградская бутылка. Я хотел вот на мост встать, вот на этот. С моста ее поснимать. Но сейчас, если хватит заряда и места, я поснимаю. В общем, да, вот такая сегодня получилась прогулка. Местами неровная, местами грязная, местами хорошая, местами непонятно какая. В общем-то, как и сам Белград. Город контрастов, на который наложилось мое недовольство тем, что у меня отняли камеру. Надеюсь, что все будет хорошо. Я придумаю какой-то способ снимать более нормально. Но пока такого способа нет. Отсюда виды в целом-то хорошие. Вот через Саву Новый Белград. Вот здесь. Это они типа деловой район строят. И спальник зачем-то строят. Но это вообще для меня удивительно. Но вот это называется Белград на воде. Такой современный район. И вот там, где мы были, за крепостью Калимегдан, все те районы, где мы сегодня ходили. Где мне понравилось, где мне не понравилось. Где странное, где классное. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, спасибо. Надеюсь, дальше будет веселее. Пока. Спустился на эту набережную, которую снимал сверху, которая прямо под крепостью. Работникам вообще ничего не понятно. 41-й, 45-й работникам, в общем, каким-то. Ничего не понятно. Видимо, которые здесь работали. Там стерто. Там Новый Белград. Здесь променад, которому, конечно же, очень не хватает деревьев. Сзади бутылка, ну а вот там, отсюда не видно, вот там Калимегдан. Ну и давайте я закончу все-таки на более позитивной ноте. Знаете, почему Белград-то называют Белградом? Почему он белый город? Потому что у него стены все раньше были белые. Поскольку мы в историческом центре, ну вот здесь что-то такое сохранилось. Вот здесь и вот здесь. Сейчас он, конечно, больше, вот особенно в той стороне, за памятником, вот там вот.
Он больше серый, но я это все показывал и ворчал. Но какая-то белость все-таки есть. А еще если мы заканчиваем, как змея кусает свой хвост, да, то у Федора Сволочи как раз есть песня с Теодор Бастера «Белый город». Так что начали, конечно, с Вука Караджича, но Саша там присутствовал, закончим тоже с Сашей. Хорошая группа, всем советую. Да и Саша прекрасный человек. Вот. Да, с набережной лучше, наверное, закончить с набережной. Здесь и ветерок, и все такое. Но снимать, конечно, с рук, это... Как звучит вот с рук, так оно и вот и снимается. Ладно, позитив нам все равно не занимать, поэтому прорвемся. Я пойду сейчас вот туда и поеду домой. Наверное, ролик даже не наберет часа, но это был пробный тест камеры на телефоне. Будем считать, что он удачный процентов на 50. Ну, 50 тоже неплохо. Я сделал выводы и, наверное, немножечко по-другому буду это все делать, планировать со сливом куда-нибудь на ноут, материалов, зарядками, с паузами, что-нибудь такое. Вот там, конечно, да, кусочек Питера на холме. Ладно, всем пока. Будьте позитивней, а не как Толик.